Всем привет, меня зовут Артем Матвенко, и я фанат отеля Хазбин уже как 7-й год. Буду прав, если скажу, что отель Хазбин это один из немногих мультфильмов, что вырос из обычного видео на ютубе. А главное, что помогли в становлении отеля как успешного проекта и его же фанаты. Ведь согласитесь, если бы не фанбаза вселенной, то не было бы сегодня 2 сезонов мультсериала. По крайней мере в том виде, в которых мы знаем их сегодня. А чтобы разобраться в хронологии событий, я решил собрать всю эту историю в один большой ультимативный выпуск. Здесь все. Мои теории, критика и, конечно же, финальные выводы. И поверьте мне есть что вам рассказать. Устраивайтесь поудобнее, желаю вам приятного просмотра. 28 октября 2019 год. До нового десятилетия остается 2 с лишним месяца. Эти последние месяцы останутся в нашей памяти одними из самых спокойных. Именно в эту дату, на еще старом ютубе, когда дизайн был квадратным, а работал он без каких-либо проблем, выходит видео, навсегда изменившее понимание о YouTube анимации. И конечно я говорю о пилотной серии отеля Хазбин. Ну, как говорится, понеслась пизда по кочкам. Даже сегодня многие люди вспоминают не только себя в то время, но и саму серию. Время, когда многие наивно думали, что после пилота будут такие же, пусть и не идеальные, но атмосферные серии про принцессу Ада и ее жителей. И как бы странно это ни звучало, но до сих пор фанаты, сравнивая пилот и итоговый мультфильм, говорят, что пилот был лучше. И речь тут скорее не о самом мультфильме, а о том времени, когда этот самый пилот вышел. Ведь многим сегодняшним заядлым фанатам тогда, в том числе и мне, не было и 15 лет. И естественно в силу возраста тогдашние подростки ссались кипятком, когда смотрели данную анимацию. Однако, несмотря на ностальгию по пилотной серии отеля, у нее есть свои фундаментальные недостатки, о которых почти никто не вспоминает, но которые отдаленно дошли до нас и в последующих сезонах. Что за недостатки? Сегодня в этом видео мы и разберем. А меня, как обычно, зовут Артем Матвиенко, и вы на моем канале. Приятного просмотра! И начнем мы по традиции с истории, а именно с истории создания мультфильма. Как ни странно, но история начинается с начала десятых годов, когда Вивзепоп выпускает первые страницы ее комикса, а именно комикса «Зоофобия». В этом самом комиксе должна была появиться арка под названием «Ангелы и демоны». В 2013 году и вовсе был опубликован отдельный небольшой неканонический комикс под названием «Ангелы и демоны на допросе», где даже было небольшое упоминание о Чарли. Начиная с 2015 года арка постепенно становится отдельным проектом, и в 2016 году вышла последняя глава «Зоофобии», после чего комикс был заморожен на неопределенный срок, так как в этот момент арка для Вивьен показалась интереснее, и в итоге она стала отдельным проектом. Поэтому уже во второй половине 2016 года Вивьен окончательно концентрируется на проекте и дает ему название «Отель Хазбин». В период работы публиковались небольшие короткие анимации, а также раскадровки пилотной серии, датируемые с 2017 года. На создание всей пилотной серии ушло примерно 3 года. Да, это было долго, особенно для одной серии, но это было то время, когда не было никакой студии, и Вивьен только формировала команду аниматоров, актеров дубляжа и прочих людей. Над некоторыми моментами Вивьен работала лично, особенно над черновой анимацией. К тому же у Вивьен не было как такового бюджета, а деньги брались из пожертвований фанатов. Анонс самого мультсериала пришелся на май 2019 года. 6 октября вышел клип, а сам мультфильм только представили к 28 числу. После выхода пилотная серия быстро набрала популярность. Видео собрало миллионы просмотров, а о ее труде узнало огромное количество людей со всего мира. Отсюда, к слову, и наличие огромной кучи переводов на практически все языки мира. Заебись! Параллельно отелю Хазбину выпускается еще один пилотный проект спин-офф, а именно Адский босс. Как я говорил в самом начале, пилотная серия Хазбин отеля полностью поменяла взгляд на YouTube анимацию. Ведь после отеля вышло множество проектов, таких как Ласка Дейзи, Дроны убийцы, Цифровой цирк, Дух моей общаги и Metal Family, получивший, к слову, популярность именно после успеха отеля.
а до выхода первого сезона лидирующие позиции занимал тот самый спин-офф «Адский босс», выпуская в среднем в год по 8 серий. Таким образом, Отель Хазбин стал первым серьезным анимационным проектом на YouTube, который показал, что YouTube может служить хорошей площадкой не только для фан-анимации, но и для студийных проектов. Несмотря на то, что об Отеле Хазбин я знал уже какое-то время, сам же пилот я посмотрел только в январе 2020 года. И на удивление, тогда серия мне понравилась, и я хотел посмотреть еще. И только тогда я узнал, что существует только этот самый эпизод, и что следующую серию нужно было ждать. А сколько? Да хрен их знает, думаю я. В общем и целом, пилотка получилась годной, по крайней мере на то время. Есть любимые места? Начало. Начало сильное, конец. Конец просто порвал. О чем же нам повествует пилотная серия? А она о том, как принцесса Ада по имени Чарли Магнер решает задачу. А именно, она желает избавить ад от перенаселения грешниками, так как ежегодное истребление, которое проводится в аду, причиняет ее сердцу огромную боль. И поэтому она придумала иной, более гуманный путь к решению проблемы. В первой половине пилота она на местном первом канале говорит о важности этой проблемы, опирается на гуманизм и добро, в конце она даже об этом споет свою песню. И в качестве решения проблемы перенаселения она предлагает грешникам искупить свои грехи и вознестись в рай. А искупиться можно будет в ее счастливом отеле, где как раз таки и можно будет покаяться, искупиться и возможно отправиться на иной свет к своему спасению. В качестве примера искупления она собиралась показать своего первого клиента, а именно Энджела Даста, известного порноактера нетрадиционной ориентации, что по идее уже был на половине пути, но заместо этого он тем временем страдает несусветной херней. По совпадению он попадает в новости и подставляет Чарли, выставляя ее на весь ад на посмешище. Поэтому Чарли со скандалом сваливает из телестудии к себе в отель. Позже к ним туда прибывает некий Аластер, влиятельный и сильный демон Оверлорд, который с нихуя решил помочь Чарли, а именно с ее отелем и последующим искуплением. Заканчивается серия небольшой репризой. При этом всем, несмотря на такую добрую и милосердную идею, мультфильм имеет рейтинг MA, то есть 18+, потому как в серии присутствует большое количество шуток про наркотики, секс, ориентации, разбавляя все это матерными словами. Мат, это заебись! Да? Пизда, мы его потом запикаем и будет отлично, у них же только накал пошел! Да я не знала. Чего ты не знала? Мы уже 5-й выпуск снимаем, и драка была только в первом, и тут, вот оно! И ярким примером всего этого и является, конечно же, Энджел Даст, потому как здесь он играет не просто роль нулевого пациента, а настоящего грешника, а значит нечистой души, с присущей ему манерами и поведением. Хорошо, прыгай, детка. Шустрый какой, а ты хотя бы зарабатываешь 50 тысяч в месяц. Чё? Я не сплю с мужиками с низкой денежной энергетикой. Ты чё, шалава? Ты как разговариваешь? Пупсик. Драный мешок, говна, господи, что мне опять? Контрастом ко взрослой атрибутике являются мюзиклы, и в пилотной серии их целых 3. Первая идет в самом начале и вводит нас, так скажем, в главную проблему ада. Второй мюзикл нам наглядно показывает, как эту нам самую проблему решить. А третий мюзикл является репризой продолжения ко второй, но уже от Аластера, тем самым немного его раскрывая как персонажа. К слову говоря, на момент написания сценария пилотная серия Отеля Хазбина остается самой музыкальной серией, потому как в следующие серии имеют лишь по 2 мюзикла. При первом просмотре все кажется волшебным и прекрасным, но стоит нам немного детальнее погрузиться в сценарий, идею и анимацию, то станет понятно, что мультфильм на самом деле не такой уж и классный. Народ, мы хуйню же снимаем? Да. Да. Нет. И давайте уже более детально и конструктивно погрузимся в эту пилотную серию. И первое, что нам стоит разобрать, это героев, некоторые из которых выглядят или плохо, или являются просто копиркой из других персонажей. Например, давайте возьмем Чарли. Первое, что нам бросается в глаза, это ее схожесть с другим персонажем, а именно со Star Butterfly из мультфильма Star против сил зла. Скорее всего, на этапе создания вселенной и идеи Вивьен нужен был персонаж со схожим типом личности, потому как Чарли является одной из поздних героев вселенной. Ее окончательный архетип датируется 2016 годом, который примерно совпадает с пиком популярности мультфильма от Disney. Поэтому как-либо париться Вивзи не стала и взяла за основу эту самую модель жизнерадостной девочкой с наполненной радугой сознанием. Только вот знаете, что отличает Star Butterfly и Чарли, кроме внешнего вида?
Радость и оптимизм Чарли имеют долю глупости, отчего у нее отсутствует какое-либо сомнение, в том числе и об идее искупления. Возможно ли оно, а если и да, то согласен ли, например, Рай на это? Тут все выделено. Это что, рисунок? Да, а тут счастливый конец. У всех улыбки, все рады и все в раю. Для Чарли важны прежде всего эмоции. Поэтому ей, например, легче изъяснять идеи не через слова и доводы, а через песенку, показав то, как она искренне хочет помочь своему народу. У Star Butterfly, насколько я знаю, вроде бы такого нет. В целом в интернете есть целое обсуждение насчет сравнения этих двух героев, но согласитесь, в мультфильме с рейтингом 18+, поведение Чарли немного раздражает. То же самое можно сказать и про Энджела. Тут я не спорю, персонаж уникален, но сделали его опять же плохо, что по внешке, что и по характеру. Как ты держишь в отделе вот этого дурака? Он же конченый. Вот объясните мне, ну вот что это за поебень с 4 руками, 3-метровой высотой и ебалом, как у обдолбанной Масяни? Это в каком сознании надо было пребывать, чтобы такого персонажа выдумать? Особенно этим вопросом задаюсь, когда вижу самые ранние зарисовки Энджела Даста середины 10-х годов. Даже бы я под Ганджубасом такое бы не выдал. Да это все пиздеж. Ну и характер. Боже. Можно я даже про него вообще говорить не буду. Я буду прав, если скажу, что его характер представляет собой только необоснованную вульгарность и пошлость. Что бы он ни делал, задача Энджела попытаться по каждому случаю пошутить про хуи, секс, наркотики и при этом всем еще успеть накосячить. Ну а что, обнаженка и мат как раз два предупреждения. Нас всех посадят. Ну вот я тоже не очень поддерживаю этот вариант. Грубоват он. Да и сами эти шутки оценят лишь малолетние дебилы из коррекционной школы. Я не боюсь конца. И единственное обоснование, которое тут логичное, это показать архетип грешника. Того, кто в теории должен пройти путь от днища до небес и спасти свою душу. И то я вам это говорю как 5-летний фанат со стажем. Когда я его смотрел впервые, я до этого даже не допер. Позже, конечно, был еще клип Эдик, который раскрыл Энджела с другой стороны, но это было уже в августе 2020 года. Люблю тебя, потом люблю другого. Хочу с тобой быть, мне не найти такого. Виляет жопой, в позе мужик сзади. Дает в очко при любом раскладе. Теперь про Алластера. У него, в отличие от Энджела, есть характер, отчего еще в 2019 году сумел завоевать свое место у творческой части фэндома. Он тоже является грешником, но в отличие от Энджела Даста, Алластер в аду имеет определенный авторитет и долю власти, являясь оверлордом, за которым не один десяток душ. Он циничен, холоден и не склонен показывать истинных эмоций, скрывая их за одной лишь улыбкой. Для него другие грешники лишь куклы, которыми он управляет, тем же Хаском и Нифти, например, которых он призывает в отель для наведения порядка. Что там говорить, если из всех персонажей не то что в отеле Хазбен, но и в целом по всему Хэлловерсу лишь Алластер является асексуалом, тем, кто вообще не испытывает романтических чувств к какому-либо полу или гендеру. Нет, я же психопат, я ненормальный, неуравновешенный, не то что там всякие нормисы, и я социально опасный член общества. А вот внешка у него плохая, у Алластера слишком тонкое тело и лицо, схожее с куклой Момо. А слушай, так он не просто дрищ, он гомо-дрищ. Некоторые художники, например, рисуют Алластера куда лучше, наделяя его куда более человеческими чертами лица и физикой. Исключением из всего этого бардака является Вэгги. Это красивая, хорошо одетая, адекватная девушка, без какой-либо пошлости, радости и однотипности, способная быть как мягкой и понимающей, так и очень твердой мадам. Например, с приходом Алластера в отель она была его готова убить, если тот как-либо навредит Чарли. К тому же Вэгги помогает Чарли сдерживаться от несусветной глупости, всячески ее поддерживая психологически и физически в отношениях. Давай ты там только не теряйся, прям сразу за жопу хватать не надо, но и не буксуй. Эти теледевочки, они такие, знаешь, любят поломаться, но для вида, так что ты давай, газуй, не боись. Потому что из всех персонажей именно Чарли и Вэгги состоят в канонических любовных отношениях и являются друг для друга дополняющими партнерами. И если бы не Вэгги, то Чарли бы окончательно отдалилась от реальности. Второе, что мы рассмотрим, это анимацию и детализацию мультфильма.
Конечно, на первый взгляд может показаться, что анимация здесь нормальная, но это не так. У персонажей нет постоянной формы тела. В разных сценах мы можем это видеть на примере Чарли. Вот, например, она на балконе, в телестудии, и вот она уже в самом отеле. Также плохо проработаны детали. В некоторых сценах мы можем видеть сливание контуров, как, например, у яиц Пентиуса на фоне стен. Все это является неорганизованной работой аниматоров, большинство из которых уже тогда работали над мультсериалом на удаленке. Кто-то рисовал фоны, кто-то писал мюзиклы, а кто-то анимировал самих персонажей. На это можно как бы положить болт, так как анимация не всегда связана со стилем рисовки. Но Вивьен никоим боком не обучила аниматоров какому-либо конкретному способу и стилю анимации. Ну, как говорится, первый блин комом, и уже к пилотной серии Адского босса все поправили. Помимо самой анимации и рисовки, в отеле Хазби неплохая цветокоррекция, которая мозолит глаза. Конечно, сейчас у многих такая палитра вызывает глубокую ностальгию, но объективно говоря, это выглядит ужасно. И ладно бы все было таким, потому что есть проекты, где специально реализована такая палитра, но здесь она разная. Вначале мы видим одно, в студии другое, а уже в отеле третье и четвертое. Ну и третье, последнее, на что нам стоит обратить внимание, это на идею, которая нам дана в пилоте. И давайте честно, идея о перевоспитании или искуплении грешников тут глупая или как минимум нелогичная. Как я говорил в самом начале, у Чарли отсутствуют какие-либо сомнения касаемо ее проекта. Согласятся ли ангелы принимать к себе такие души, пусть и хороших, и работает ли вообще это самое искупление? И самое главное, зачем и для чего она это делает? Пилотная серия нам не дает ответа на этот вопрос. Чарли просто хочет сделать доброе дело. Она чуть ли не каждый день плачет и жалеет свой бедный и беззащитный народ. Притом этот самый бедный народ ее не уважает, не любит и считает ее глупой. Блять, что пиздит эта проститутка? Пилотная серия нам как потенциальным зрителям не может даже четко сформулировать свою истинную идею. Вот знаете, некоторые фанаты жалуются, почему наш мультфильм так сильно не любят, почему его считают кринжем. Да потому что пилотный эпизод еще 5 лет назад был таковым говном. Вот и все, ребят. Дальше смотрите сами. А вот что лучше, пилот или первый сезон, мы будем разбирать уже во второй части моего видео. А пока поговорим о фандоме во времена пилота. Во многом люди хорошо относятся к пилотной серии только из-за того, что тогда, в 2020 или 2019 году, плотно так сидели в фандоме. Потому что рядовой зритель после просмотра забудет мультфильм напрочь. Потом, может позже, он посмотрит первый сезон Отеля Хазбина. И точно так же про него забудет и не будет вообще сравнивать эти две вещи. А мы тем самым плавно переходим к фандому Отеля Хазбина, а конкретно к его периоду с 2019 по конец 2023 года. На момент 2020 года в творчестве фандома доминировали шипы, особенно это касалось Чара Ластера, собственно арки между Чарли и Аластером. Именно через эту призму этой арки мы можем увидеть философию творчества того времени. Темные красные оттенки, множество загогулин, мрак, и при этом всем тут есть самые настоящие чувства. Все это естественно интерпретировалось в артах, комиксах и даже в анимациях. По сей день в шипе Чара Ластер можно рассмотреть дизайн и элементы именно пилотной серии, а не итогового мультфильма. Потому как, опять же, данный шип был популярен до первых редизайнов. То же самое есть и в фанфикшене. Имеется множество тех же фанфиков по этому шипу, но есть исключения, например фанфик Рай в аду, опубликованный в Wattpad. Фанфик написан 5 лет назад и точно так же отражает видение фаната пилотной серии, устройстве ада и взаимодействии с грешниками. Спойлерить не буду, можете сами для интереса прочитать. И кто же интересно все это дело писал, рисовал, а самое главное лайкал и смотрел? Уже в 2021 году я изучал данный фэндом и могу сказать, что целевой аудиторией, как и сегодня, были девочки от 11 до 15 лет. Я не сексист, но могу точно сказать, что девушки более склонны к образам, эмоциям и креативу, чем парни. И поэтому это кардинально сказалось на всем творчестве фэндома. В том числе и на том, что на протяжении 4 лет основным жанром были арты, комиксы и фанфики, где внимание уделяется отношениям и атмосфере, визуально сформированной после просмотра пилота и артов до его выхода. Просто что я хочу этим всем сказать? А именно то, что сам вайб атмосферного пилотного эпизода не более чем далекий образ, созданный фандомом.
На деле пилот ничто иное, как сырой кусок говна, потому как в истории творчества Вивзепоп это был первый большой проект после Зоофобии с попыткой в анимацию. И огромный пробел между пилотом и первым сезоном лишь усугубил ситуацию, да время устояться образу в головах молодых и незрелых фанаток. К своему счастью или несчастью, я никогда не фанател отелем Хазбином до выхода первого сезона, потому что мне он просто не нравился, а то, что я его часто брал для создания на его основе видео по разбору фэндома, делало мое мнение о мультфильме и его сообществе объективным. И только к выходу первого сезона я смог стать фанатом и оценить мультфильм, и в отличие от пилота, итоговый проект мне зашел куда больше. И о нем мы поговорим в следующей части моего видео. Спасибо за просмотр. С вами был Микки Бен. До скорых встреч. Пока. Вот знаете, спустя долгое время, с момента выхода пилотного выпуска, Отель Хазбин все-таки смог выйти на большие экраны. По правде говоря, мультфильм должен был выйти еще летом 23 года, но из-за местных протестов в США анонс перенесли на январь следующего года. Но, как бы это все странно ни звучало, но все это не помешало мультфильму добиться признания, и уже не только в интернете, как было ранее, но и среди авторов других проектов. Почему? Да потому что это новый, свежий, живой и переосмысленный проект, в котором появилась своя нефэндомная душа. Да, мультфильм не вышел таким идеальным. Многие фанаты вспоминали пилот и плевались от нового проекта. Но, несмотря на вопли олдов, Отель Хазбин получил огромную долю популярности, установив свой новый рекорд потокового вещания на Prime Video, став крупнейшим мировым дебютом по количеству просмотров на этой самой платформе. А песни из мюзикла в общей массе на Spotify набрали свыше миллиарда прослушиваний. Да и в целом прошла большая работа над созданием первого сезона, где пересмотрели основы идеи и перешли к профессиональной студийной работе. В этом видео мы с вами обсудим первый сезон, сравним его с пилотом и посмотрим на новый фандом. Не буду врать, если скажу, что пилотная серия Отеля Хазбина порвала YouTube без маски, став одной из популярных анимаций на YouTube. И это не могли не заметить ребята из компании А24. И уже 7 августа 2020 года было объявлено, что данная компания приобрела права на сериал. И это означало в тот момент переход Отеля Хазбин из статуса инди-проекта в полноценное студийное шоу. Да, напрямую это не говорилось, но для аудитории это было ясно. Посмотри, СМС из банка. 100 штук. Нули пересчитай. Вот если ты не хочешь, чтобы вот эта зарплата стала последней, иди туда и заставь их сделать такой сериал, такой, о котором ты мечтал всю свою жизнь. Слово «невозможно» для тебя не существует. Предварительные ласки начались с февраля 2022 года, когда Вивьен начала публиковать в своем твиттере редизайны персонажей. Эти самые редизайны были показаны не столько для факта редизайна, сколько для того, чтобы показать стилистику самого мультфильма, сделав его более светлым и простым. По новому плану мультсериал должен был выйти 19 января, но в сети уже были первые две серии, которые появились 10 числа. Почему? Да потому что их слили. И по версии фанатов их слили сами создатели. И по итогу уже 19 января были доступны 4 серии. Что у нас там по сюжету? Главная линия строится вокруг взаимодействия Чарли и товарищей с Адом и ангелами. Первые в нее не верят, а некоторые оверлорды и вовсе задумали неладное, а вторые не хотят идти навстречу и пытаются отстоять свои интересы. Переломным моментом становится убийство экзорциста, что, во-первых, ставит под сомнение силу ангельских войск, из-за чего Адам, как предводитель экзорцистов, принимает решение провести следующее истребление раньше. Во-вторых, вследствие урезания времени у Чарли остается меньше времени на процесс искупления. А в-третьих, некоторые оверлорды, заметив факт убийства экзорцистов, увидели в этом повод дать им отпор, но другая часть из них отказывается от этой идеи. По ходу сюжета происходят важные события, такие как собрание оверлордов, встреча Люцифера со своей дочерью, райский суд и, например, раскрытие еще и тайны Веги, которая, оказывается, была когда-то ангелом-экзорцистом, но она когда-то помиловала одного грешника, из-за чего та была брошена в аду. Таким образом, мультфильм нам показывает 3 основные главные арки, от которых будут идти остальные, которые параллельно развиваются с каждой серией.
Тот самый заветный отпор дает команда Чарли, так как именно ее отель принял первый удар экзорцистов. И благодаря людской силе в лице каннибалов, ангельскому оружию кормилы и тактике боя, они держали оборону. По итогу, благодаря совместным усилиям и внезапной помощи Люцифера, «Встали нахуй и пошли, твари, отсюда, съебались!» экзорцисты отступили, и в итоге Чарли побеждает. Таким образом, первый сезон заканчивается на оптимистичной ноте. Отель вскоре будет восстановлен, а один из гостей все-таки возвысился на небеса. Если вы смотрели мое предыдущее видео внимательно, то знаете, что идея искупления грешников в пилоте не была серьезно подкреплена и была лишь прихотью Чарли. В первом же сезоне с первых минут мы узнаем, что истребления как таковые проводятся не столько для решения проблемы с перенаселением, сколько для сдерживания сил ада, дабы сохранить мир и покой на небесах. Плюс к этому истребление для экзорцистов является не просто миссией по защите рая, а целым развлечением, о чем Адам говорит Чарли прямо ей в лицо. Ваши претензии поняты и приняты, а теперь уебывайте отсюда нахуй. И это полностью меняет фундамент идеи, делая идею Чарли логичнее и благороднее по отношению к ее народу. Хотя Чарли по-прежнему считает, что хочет решить проблему именно с перенаселением, а не защитой населения от геноцида. Также с первым сезоном нам показали антагонистов. До выхода первого сезона лично я думал, что одним из них был сэр Пентиус, ибо его образ был схож с карикатурой злодеев Уффеншмерца. И естественно, с моей точки зрения, он смотрелся максимально странно. Но по итогу в первом сезоне нам представили антагонистов рая в лице Адама и его помощницы Люд, которые, несмотря на небесное происхождение, имеют поведение грешников. Адам, кстати, наделен всеми 7 смертными грехами, главным из которых, конечно, является гордыня. Помимо антагонистов ангелов, в мультфильме есть еще и целый тройственный союз Ви, а именно Вокс, Валентина и Вельвет, которые станут главными антагонистами начиная со второго сезона. Когда он только вышел, я работал над сценарием к выходу мультсериала, и тогда я подумал, а не пересмотреть ли мне все серии Адского босса разом, а заодно и пересмотреть пилот отеля Хазбина. После просмотра серии я поставил под сомнение свои убеждения, сформированные за последние 4 года. А из предыдущего видео вы знаете, что они были, мягко сказать, не очень-то и фанатские. И когда 11 января появился первый дубляж первой серии отеля Хазбина от Киберкотов, я потихоньку начал смотреть мультфильм, и по конечному итогу, как вы думаете, эти серии мне понравились. Как это было? С первых серий мне мультфильм поначалу не особо нравился. Все было слишком эмоционально, громко и наигранно. А особенно после Адского босса отель мне казался куда более мягким и добрым мультиком. Но приближаясь к последним сериям, я начал менять свое мнение, потому как к тому моменту у меня формировалась единая сюжетная линия, которую я усваивал и впитывал. И с каждой новой серией моя симпатия к мультфильму росла, а последний эпизод и вовсе меня просто порвал. Говоря кратко, я увидел совсем иной мультфильм, который крепко держится за каждый свой элемент. На удивление, критики считают точно так же. Они похвалили мюзиклы, актерский состав и выбор дизайна, а также отметили эмоциональную составляющую. Excuse-moi, désolé, je не parle pas français. Какая чистота форм, какая грация вкуса, какая гармония цветов, это шедевр. Трахните меня в очко. После выхода всех серий по просмотрам, отель Хазбин занял первое место на Amazon Prime. Что там говорить, если даже на Times Square показывали рекламу данного мультсериала. Затронем немного арки мультсериала. Как вы знаете, в первом сезоне открыто множество арок, и ни одну из них не раскрыли толком, отчего к концу просмотра мультсериала ощущается нехороший привкус. Это привкус члена во рту. Объясню почему. Как я говорил выше, авторы нам показали 3 фундаментальные арки. Оверлордов и грешников, команду Чарли и их окружение и ангелов, включая экзорцистов, праведников и серафимов. И их могли бы раскрыть по отдельности посезонно. Но вместо этого создатели растянули как главные арки, так и их ответвления на все сезоны, которых будет целых 4 или 5 штук. Вот есть, например, арка с небесами. В первом сезоне она стоит на первом плане, но она еще не закончена, и судя по сливам и тизеру, тема рая будет продолжена. Во втором сезоне все будет крутиться уже вокруг 3 Ви, но сама арка начинается не во втором сезоне, а со второй серии первого сезона. Или та же история Алластера. Она также будет показана во втором сезоне, но начинается она с 5-й серии первого сезона с рассказом Мимзи в баре. Поэтому, ребят, как говорил классик,
Все будет, но не сразу. Такой подход к созданию проекта даже лучше и круче раскрытия арок посезонно. Так авторы сохраняют общий бэкграунд сезонов и удержат заинтересованность фанатов. А полное раскрытие всех отраслей мы получим лишь после выхода всех сезонов мультсериала. Я делаю такие выводы, судя по опыту с Адским боссом. Как и говорил ранее, я пересмотрел все серии разом, а не как большинство фанатов в момент выхода по серии. При разовом просмотре картина куда шире и понятнее, чем по одной серии. Другое дело, когда фандом говорит о быстром завершении какой-либо арки. Скорее всего, их история еще не закончена, и мы увидим их развитие в последующих сериях и сезонах. Поэтому не зря последняя серия называется никак иначе, как «Шоу должно продолжаться». Ну и последнее, что хочется обсудить, это фандом. После выхода мультфильма начался передел сообщества. Сначала мультфильм не выходил за его пределы, но постепенно о мультфильме начали узнавать новые люди, и в сообщество потекло огромное количество ньюфагов. И уже к марту фандом сильно отличался от того, что было до выхода мультсериала. Значит, что поменялось? Во-первых, выход первого сезона разделил комьюнити фандома на тех, кому понравился мультсериал, например мне, и на тех, кто смотрел на новый сезон как на жалкую пародию неповторимого пилотного выпуска. Да, итоговый мультфильм стал сильно отличаться от пилотной серии с Ютуба, во многом отличаться, и понятное дело, не всем понравился такой расклад. Во-вторых, вследствие разделения фэндома начало появляться так называемое критическое крыло, которое здраво смотрело на мультфильм. Конечно, на Западе оно появилось куда раньше и существовало преимущество в том же Тамблере, но у нас оно появилось лишь с выходом первого сезона. Так, во ВКонтакте есть сообщество под названием Trigger Views, в котором регулярно выходят посты с критикой тех или иных вещей по мультфильму. И то, что подобное появится у нас... Мое почтение, дамы и господа. Поэтому согласитесь, приятно видеть, как люди не тупо фанатеют по мультсериалу и творчеству, а пытаются думать, разбирать и, что самое главное, поднимать и решать как-то проблемы фэндома. Для сравнения, при выходе пилотного эпизода в 19-20-х годах лишь штаб Командера выпустил видео с разбором на пилот, остальные же засунули языки в жопу, ограничившись лишь постами в группе «Наболевшие хейты». Хотя в основном представителями критического крыла выступают олды фандома, что не удовлетворены новым сезоном и видят лишь в итоговом мультфильме новодельный пластмассовый кусок говна без атмосферы и души. Например, та же графиня Фурфур из ТикТока неоднократно критиковала мультфильмы персонажей, и судя по ее редизайну в стиле пилота, она осталась в рамках образа, который нарезал фандом образца 2019 года. У олдов фандома, конечно, есть здравые мысли, но у них все крутится лишь вокруг того, что раньше вот было лучше, трава была зеленее, небо голубее, апельсины оранжевее, а пилот был, вот видите ли, атмосфернее и душевнее. О творчестве фандома скажу немного. Оно не особо поменялось, но основным теперь творчеством являются эдиты и шорты в ТикТоке. И некоторые из них мне крайне нравятся, особенно с фонком. И еще активно работают ИИ по созданию артов в разных стилях, в том числе, кстати, и в стилистике самого мультсериала. Особенно это коснулось NSV контента. Ну и немного обо мне. Еще в феврале 2024 года я сделал вот такую вот картинку. Это Люд в исполнении ВС РФ. Я подумал, если она руководит армией экзорцистов, то почему бы мне не изобразить ее как некого ангела, который помогает нашим солдатам в борьбе с врагами. Долгое время данная красавица стояла у меня на аватарке, а после я подумал, а почему бы мне не создать целую группу во ВКонтакте, где я бы выкладывал мемасики наподобие МГ-братьям. Так и сделал. И на мое удивление, мое своеобразное творчество получило долю популярности. Мой пост об основах группы засветился в популярном сообществе на Грани, в трейде на 2Ч по Хазбину и даже в Твиттере у одного из пользователей. Да и сам я продвигал свои мемы в МГ-пабликах. Короче, сейчас на мое сообщество подписано 983 человека, что по меркам фандома неплохо, особенно для российского. Конечно, многие называют мою деятельность кринжем, но, знаете, мне как-то на это, как мягче выразиться, плевать. Если людям нравится такое, то я буду делать подобные мемы и дальше. Что могу я сказать по итогу? Да, первый сезон мне понравился, хоть и с натяжкой, потому что даже при написании данного сценария я не имел никакого желания пересмотреть мультфильм. А знаете почему? Да потому что мультфильм был сделан прежде всего для фандома, для тех, кто шарит за лор и творчество Вивьен.
Для непогруженного массового зрителя мультфильм покажется специфическим, потому что начало мультфильма уже подразумевает, что зритель знает, кто такой Алластер, почему он помогает Чарли и как Энджел попал в отель. Для массового зрителя до первого сезона нужно как минимум посмотреть пилот и прочитать пару официальных комиксов. При этом такая ориентация именно на фандом негативно сказалась на нем же, потому что за многие годы, начиная по крайней мере с 2015 года, сформировался не просто фандом, а целая большая культура. И некоторым из особо ярых фанатов стоило лишь взглянуть на новый стиль анимации, тут же начали на этот самый мультфильм плеваться. При этом данный фандом ничего больше, кроме пилотной серии, адского босса и своего творчества, до премьеры отеля Хазбина не видела. Если же брать в целом мультфильм, то объективно говоря, он хороший. Мне он даже нравится больше, чем пилотный эпизод, потому что картинка не плавает качеством из крайности в крайность и имеет единый бэкграунд. Хоть итоговый мультфильм и выглядит картонно, но зато я могу поставить в любом месте мультфильм на паузу и не видеть явной деформации, что говорит о его явном качестве. В пилоте же с этим были большие проблемы. Дизайн самих персонажей не так сильно режет глаза. Они имеют одну форму и не напоминают мне ожившие арты с Тамблера. Идея мультфильма стала более серьезной, потому как подразумевает не просто наивную мысль о бедных грешниках, а раскрывает их мотивы. Да, отель Хазбин все еще не закончен, но по сравнению с пилотным эпизодом он улетел в космос. И как бы ни выли фанаты, как бы ни плакались олды, мне лично нравится итоговый мультфильм. И как только выйдет второй сезон, я его тоже посмотрю и выпущу видео. Так что обязательно подписывайтесь на мой канал и на мои уведомления и смотрите мои видео первыми. С вами был Микки Бен, до скорых встреч. Пока. После выхода первого сезона отеля Хазбин Amazon продлил мультсериал до 4 сезонов, при том, что планировалось выпустить лишь 2 сезона. И возможно в скором будущем мультфильм будет продлен еще на 1 сезон, потому как Вивьен говорила о своем желании, чтобы в мультфильме было 5 сезонов. На самом деле, если говорить честно, то Вивьен большая молодец, потому как она не только убедила руководство на продолжение основного проекта, но и протолкнула свой спин-офф «Адский босс» на Prime Video, при этом перелопатив все серии до приемлемого уровня анимации. Я видел его развитие с 2020 года. Конечно, я не сразу проникся к нему и его фандому, но как и настоящая любовь, она приходила постепенно. В том плане, что до выхода первого сезона я не особо верил в него, мне было все равно, ведь прошло много времени с момента выхода пилотной серии. Но когда появились первые редизайны и первые кадры, я был приятно удивлен, а с выходом первого сезона я и вовсе оказался в восторге. Ну и естественно, после просмотра первого сезона я ждал второй, попутно погружаясь в фандом. И вот наконец-то он вышел, и теперь я вновь готов разобрать мультфильм, сравнить его с первым сезоном и поделиться своими впечатлениями и размышлениями. Первый сезон отеля Хазбин, вышедший на Prime Video в январе 2024 года, стал не просто успешным проектом, а самым настоящим культурным феноменом. Он мгновенно установил рекорд как крупнейший мировой дебют по количеству зрителей на платформе, а его музыкальные номера суммарно преодолели отметку в миллиард прослушиваний на Spotify. Поэтому вопрос о продолжении был лишь делом времени. Ребят, смотрите, зритель всегда ждет от продолжения то же самое, только больше, да? То есть нам нужно сделать еще хуже? Боюсь, это невыполнимая задача. А я верю в нашу команду. Мы сумеем Пробить дно! Производство самого второго сезона началось еще задолго до релиза первого, а после него, по мере роста доходов, к работе подключили еще одну студию на аутсорс. В свою очередь, это значительно ускорило производство и повысило качество анимации. Напомню, что студия Bento Box, которая занималась анимацией первого сезона, до этого работала преимущественно над проектами вроде Бургерной Боба и Бриклберри, которые были менее динамичными и визуально насыщенными, чем отель Хазбин. В целом все шло нормально, но в ноябре 2024 года произошел крупнейший скандал, который прогремел на весь фандом. Что собственно произошло? А произошло то, что часть производства, которую передали студии Doghead на аутсорс, внезапно утекла в интернет. В сеть попали тогда небольшие фрагменты анимации, раскадровки, фаны и, по некоторым данным, даже ключевые элементы сюжета почти всего второго сезона. Проблема заключалась в том, что студия работала удаленно, система безопасности у них была слабой, и некто из-за границы довольно простым способом получил доступ к рабочим файлам сотрудников. Материал выкрали и выложили в сеть. Я прислал? Да. Прибор упал? Да.
У вас режиссер новый, а я про это ничего не знаю? Как не знаете, вы же мне вы сами его прислали по почте. Ну, как... Покажи письмо, сука! Иди, твою мать. Здесь адрес Симонов 75, а мой адрес Симонов 1975. Ты понимаешь, что это значит? Что вам? 44 года. Я тебя в унитазе утоплю, Влад. Жди инструкций. Данная утечка моментально расколола фандом на две части. Первая часть бросилась сразу обсуждать спойлеры и распространять их по сети, а другая часть, так называемое мною антиспойлерное крыло, начала отчаянно пытаться защитить себя и других от преждевременных откровений. Влад, сейчас еще расскажу, ты просто охренеешь. Ну, бомби. Куренок, тебе что, делать нехуй, что ли, а? Иди работай! И все же, несмотря на такой шум, производство не остановилось, и вскоре скандал подутих, и уже через неделю все почистили, а оставшиеся сливы разошлись по закрытым телеграм-каналам. Примерно 27 июля 2025 года, ближе к выходу сезона, началась активная рекламная кампания. Была объявлена дата премьеры, а именно 29 октября 2025 года, а далее посыпались всяческие материалы. Первые кадры, тизеры, трейлеры, песни и даже маленькие фрагменты анимации. Вся эта промо-лавина моментально заполнила интернет не хуже ноябрьских сливов. Некоторые фанаты даже восприняли все это дело негативно, мол, им опять все проспойлерили. А после наступило 29 октября, вышел второй сезон, и казалось бы, все должны были быть в восторге, да? Нет, блядь! Нет! Ведь почти перед самой премьерой авторы сумели конкретно обосраться и слить еще некоторые моменты. Ведь авторы подумали, а не предоставить ли нам еще не вышедшие серии журналистам, проплатить их и на этом хорошо пропиариться. А, бабки. В итоге один не особо внимательный журналист забыл про то, что у него эксклюзивный материал, и оставил свой комп открытым, чем и воспользовались сливщики. Были сняты некоторые серии, которые в дальнейшем попали в интернет, в частности в ТикТок. И слили все это не супер-пупер хакеры-анонимусы, не воры и уж тем более не фанаты, а внимание! Дети журналиста, которые увидели у папаши мультик и сняли на видео экран компьютера. По итогу авторы попиарились, конечно, спору нет, но они забыли снять штаны. Вроде, по твоим словам, обсираюсь я, а штаны в говне у тебя. Суммируя все это, получается, что если человеку не было плевать на все сливы и он просто был больно любопытным, то он наверняка уже знает сезон на 50, а то и на 75%. Ну а теперь то, ради чего все мы здесь находимся. Пора пройтись по самому сезону. Второй сезон Отеля Хазбин развивает сюжет сразу на двух фронтах, в аду и на небесах, значительно расширяя вселенную и поднимая ставки чуть ли не до уровня полноценной войны. После победы над экзорцистами Чарли оказывается в центре ажиотажа. Толпы грешников стекаются туда, ошибочно полагая, что это место, где можно дать дальнейшее сопротивление ангелам. Но успех быстро оборачивается проблемами. Медиа, управляемые Воксом и Ви в целом, переворачивают ее слова, подрывают репутацию и используют ситуацию как часть большого плана по установлению тотальной власти не только в аду, но и на небе. Тем временем на небесах происходит нечто неслыханное. Первая душа из ада, Серпентиус, искупляется. Этот прецедент запускает цепочку событий, от сомнений архангелов до решения Серы закрыть небеса от возможного восстания ада. Люд, тем временем, видящая галлюцинация Адама, все глубже погружается в безумие и замышляет кровавую месть. В самом аду Чарли пытается сохранить авторитет, восстановить веру в искупление и удержать отель от разрушения. Но ситуация выходит из-под контроля, попытки повторить эксперимент искупления становятся катастрофой, а интервью Кэти Киллджой и вовсе ее изматывает. Даже близкий Чарли начинает сомневаться, и как следствие ее отношения с Веги и Люцифером переживают кризис. Параллельно раскрываются и другие ключевые персонажи, такие как Алстер, Баксер, Черри-Бомб, Хаск и Энджел, и конечно же Вокс, который выходит на пик власти, манипулируя всеми от грешников до Люцифера. Как следствие, война между небесами и адом стала неизбежной, и каждая серия постепенно добавляет новые слои к конфликту, будто это политические, личные или эмоциональные. По итогу второй сезон показывает, что искупление оно реально, но цена за правду и мир оказывается слишком высокой, как для ада, так и для небес. На самом деле, я попытался максимально сконцентрироваться на сезоне и при этом не раскрыть ключевых деталей, для того чтобы вам не спойлерить лишний раз сезон.
Я очень сильно надеюсь, что вы посмотрели второй сезон и мне не придется лишний раз оправдываться. По правде говоря, второй сезон Отеля Хазбин серьезно продвинул вселенную вперед, привнеся огромное количество фактов, историй и сюжетных поворотов. Взять, например, флешбеки. Нам они показали прошлое Алстера Вокса, показали прошлое сэра Пентиуса, когда он был живой. Нам показали даже, когда Вокс был молодым, ну, условно 40-50 лет назад. И даже нам показали некоторые флешбеки из армии экзорцистов, когда Веги все это дело вспоминала. Да, это все было совсем секундными моментами, но они довольно сильно раскрывали персонажа в момент стресса. И если все это дело сравнивать с первым сезоном, то там вспоминается всего лишь одна действительно значимая предыстория. Это предыстория Веги как ангела-экзорциста. Второй же сезон явно демонстрирует в этом плане прогресс. Здесь предыстории стали одними из ключевых инструментов раскрытия персонажей, и этому уделили куда больше внимания, чем в первом сезоне. И лично для меня пиком подобного раскрытия стала песня Вокса «Ярче». Мощная, драматичная и точно попадающая в характер героя. Благодаря этому второй сезон стал значительно насыщеннее и конкретнее. Если первый сезон был сборной солянкой обо всем, неким большим введением во вселенную, то второй за счет акцента на Ви и увеличенного хронометража дал нам возможность полноценно погрузиться в ад, рай и в историю персонажей. И предыстория в этом плане является не единственным инструментом раскрытия героев. При этом же сезон не отходит от тактики, которую я описал в своем предыдущем видео. Сезон явно продолжает раскрывать арки, начатые еще в первом сезоне, не закрывая ни одну из них. Даже того же Адама не забыли. Он только присутствует в виде призрачного образа, который продолжает давить на сознание Люд. Хочу уделить отдельное внимание нашей пассии, которая стала куда активнее в этом сезоне. Если в первом сезоне Чарли постоянно направляли и страховали, и в этом она играла больше некую связующую роль между другими арками, то во втором сезоне ей дали куда больше самостоятельности. На протяжении первых 5 серий, не считая вторую, она занимается тем, чтобы доказать народу, что ее искупление работает, всеми силами и всеми возможностями. Но именно эта свобода воли и сыграла с ней злую шутку. Я очень тронут, ребят, что вы все так обо мне заботитесь, но я знаю, что я делаю. Не знаете, вы как будто марионетка дьявола, у которой нитки оторвались, и она херачит по миру, вытворяя безбожные трюки. 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Стоило Чарли взять все в свои руки, как она мгновенно загнала себя, отель, друзей и весь ад в такую кромешную жопу, что пришлось организовывать целую миссию по контрпропаганде и попытке наладить мир между адом и небесами. Таким образом, если все суммировать, то второй сезон это настоящее начало полноценной истории Хазбина, а не видение, каковым был по сути первый. И это как раз то, чего фанаты просили после выхода первого сезона – насыщенности истории и раскрытия. Говоря же о технической части, например, об анимации, то она выросла в качестве. В Хазбине появились легкие намеки на 3D, стало больше эффектов, динамики, а сцены стали визуально насыщеннее. Особенно это заметно в 8 серии. На это явно повлияло как опыт старой студии, так и свежие силы новой. Однако местами есть некачественные пиксельные фоны, но они довольно редкие. Говоря же о звуке, то мне лично пока сложно делать какие-либо выводы. Оригинал я еще не смотрел, да и не хочу. А дубляжи, которые я смотрел, они довольно искаженные и многое в них теряется. Тут стоит подождать полноценного дубляжа, чтобы оценить все честно. Однако, можете оставить свое мнение в комментариях. Есть изменения и в мюзиклах. Во втором сезоне мюзиклы берут количеством, а не качеством. В первом сезоне в каждой серии было по 2 песни, которые легко запоминались и четко ассоциировались с сюжетом. Во втором же сезоне они приобрели более функциональный характер. И частично из-за этого они хуже остаются в памяти. К тому же, множество песен состоят из нескольких разных музыкальных жанров и реприз, из-за чего, говоря по правде, очень сильно болит голова. На данный момент в фандоме активно форсится примерно 5 песен. Среди них это Gravity, Love and Battle и Easy. К слову, на YouTube Gravity остается самым популярным видеоклипом по второму сезону. Может показаться, что второй сезон куда лучше первого сезона, и что у него нет каких-то серьезных недостатков. Нахуй иди. Как говорится, не обошлось без говнеца в бочке шоколада. Пора перейти к тем проблемам, на которые даже сама Вивьен Медрана публично отреагировала у себя в блоге. И первая проблема – это Чарли как таковая. И вот тут я забираю свои слова о благородности ее идеи обратно. И нет, не потому что Чарли стала плохим персонажем, нет, а потому что ее поведение во втором сезоне вызывает вопросы даже у самых лояльных фанатов.
Начиная с 3-й серии, Чарли начинает творить такой набор необъяснимых поступков, тем самым загоняя отель, друзей и весь ад в тот самый зад, о котором я говорил выше. Мы в дерьме! Мы в дерьме! Что конкретно глупого Чарли сделала? Это пригласила бокса в отель, совершила спидран по искуплению, пошла на новостное интервью, пыталась извиниться перед грешниками за счет ангелов и поссорилась с Веги и Люцифером из-за того, что они влезли в ее личные дела. Класс, молодцы. Мораль, нравственность, лицемерие, жопа. Как-то подробно рассказывать каждую сцену, где она ошибалась, я не буду. Вы и так все это видели. Но пишу одну из сцен из 3-й серии. В этой сцене Вокс у Чарли спрашивает: «Как ты думаешь, меня можно искупить?» На что Чарли отвечает, что искупление возможно для любого. В смысле, блядь, для любого? Бабы, вы уничтожите этот мир. Я-то думал, она благороднее как-то к этому относится, считает, что в аду есть души, которые незаслуженно находятся в аду. Но нет, мы хотим просто всех искупить и спасти тем самым души. Ну, блядь, не дура ли, а? Как думаете, я смогу искупиться? Я верю, что все могут искупиться. Хули ты пиздишь, сука, животное ебаное? Также важно и другое. Чарли в тех поступках не руководствуется какой-либо логикой. Ставит свои планы выше других, игнорируя мнение даже самых близких. Верит в исключительную доброту и честность грешников. Чарли живет в иллюзии, что если она будет достаточно стараться, то когда-нибудь она всем докажет, что ее отель работает, искупление возможно и что она молодец, а не пустое место в аду, как ей постоянно намекают. На самом деле, первые отголоски ее гордыни и тупости были заметны еще в 1-м сезоне. Я театральная актриса. Пизда ты с ушами! Ты чего? Нет, я не понимаю, что происходит! Например, как она повела. Нет, потащила Веги с собой в рай, даже не взглянув на то, как та нервничает и как очевидно, не подумала о том, что Веги там в раю будет некомфортно. Если еще в 1-м сезоне это было лишь так, незаметно и было как бы незначительно, то во 2-м сезоне нам прямо показали ее реальные черты характера. К этим чертам добавилось еще и заметное лицемерие. Ведь ее идеи как бы включают в себя прощение, смирение, доброту и честность. Но на деле Чарли просто этим всем прикрывается. Если бы она реально жила по своим идеалам, то она бы точно не пыталась пиарить отель ради собственной значимости, сидела бы спокойно и изучала искупление, уважала бы гостей и уж точно не ставила бы на них эксперименты. Особенно меня взбесило то, как Чарли отругала отца и Веги за то, что те посмели опозорить ее и ангелов перед всем адом. И тут назревает вопрос: а как же начни с прости, а как же понимание? Так что Чарли полностью оправдывает себя как гордая дочь Люцифера, повелителя гордыни. Не так далеко уж яблоко от яблони и упало. Ева его откусила, и ее змея потом выебла, и тебя Мухич выебет. Меня? Змея? Я не хочу. А змея похуй. Отсюда вытекает и другая проблема, о которой сама Вивзи упоминала. В финале Чарли так и не простила Люцифера и не проявила о нем хоть какую-то заботу. Вместо этого она просто переключилась на эфир с Пентиусом, как будто бы ничего не произошло. Но здесь ситуация обратная. Тут просто нужно поставить себя на место Чарли, так как та не знала, что было на самом деле с Люцифером. Да и Чарли пошла на эту самую вечеринку по большей части именно ради отца. А еще Чарли по отношению к отцу уже чувствовал свою вину и уже до этого строчила обвинение ему в СМС. Ну и в самом мультфильме предполагается, что Чарли все же помогла отцу, но только за кадром. Остальные же проблемы все такие же. Малый хронометраж, а также шутки, которые тут неуместные, пошлые и примитивные. Вариантов там на самом деле много. Можно же даже сделать микс. Посадить обнюханных гомосексуалистов в студию, и пусть они посылают там друг друга и матерятся сколько душе угодно. Однако это даже не корень этой проблемы. Проблема в том, что из-за подобных шуток мультсериал сложно смотреть размеренно. Они появляются внезапно, сбивая темп и отвлекают от того, что по идее должно быть серьезным повествованием. Не сказать, что в 1-м сезоне было лучше, но там за счет простоты сценария все эти шуточки казались куда органичнее. Во 2-м сезоне же, где повествование стало глубже, а предыстории больше, такие вставки выглядят не к месту и порой ломают эмоциональный ритм. На самом деле, я не думал, что фандом так сильно поменяется к выходу 2-го сезона. Про творчество аудитории я уже рассказывал, все это не поменялось от слова совсем, я серьезно. Что не скажешь об общем отношении к мультфильму.
Если еще с выходом первого сезона многие люди хоть и разочаровались, так как претензии в основном исходили от олдов и поклонников пилота, то уже к выходу второго сезона возникла отдельная мода на тотальную критику мультсериала. К середине 2025 года, еще до выхода второго сезона, в том же ТикТоке появилось огромное количество критиков мультсериала. Их, так скажем, критика сводилась к разбору проблем с недосказанностью, логикой, а также разбору самих персонажей. А вот после выхода второго сезона, на фоне высказанных мною выше проблем, фандом это массово подхватил и принялся за массовую критику мультсериала. Главной темой обсуждения, конечно, была тупость Чарли. Ведь многие, как я говорил выше, просто разочаровались в персонаже. Но суть не в этом. Критика стала настолько общепринятым занятием, что это вошло в некую часть самого фандома. Появился отдельный пласт фанатов, которые не любят Хазбин, можно даже сказать, что они его ненавидят, но по факту они остаются фанатами мультсериала, что следят за творчеством, теориями и, конечно же, за самим мультсериалом. Можно даже сказать, что сейчас самыми активными фанатами стали критики и хейтеры. Их стало так много, что даже я за ними не поспеваю, ведь, как говорится, сколько людей, столько и мнений. Ну, есть два мнения, мое и то, которое я на хую вертел. С одной стороны, меня это даже радует. Теперь в фэндоме сформировался настоящий баланс, своеобразный инь-янь. Более того, это один из немногих случаев, когда само фан-сообщество стало неотъемлемой частью мультсериала, где та же самая Вивьен Медрана не просто видит реакцию аудитории, но и порой учитывает ее запросы, прислушиваясь как к светлой, так и к темной стороне фэндома. Но с другой стороны, в Helloverse этот самый баланс работает и в обратную сторону. Обе группы часто впадают в психоз, и вместо сохранения адекватности все выливается в бесконечные срачи в соцсетях, порой из-за совершенно незначительных мелочей. Помнится, в своем предыдущем видео я говорил, что фэндом должен обзавестись своим критическим крылом, которое бы могло здраво смотреть на объект интереса и не позволять сообществу скатываться в фанатскую секту. Но я не думал, что такое вообще на практике сможет реализоваться. И секрет тут кроется в том, что сам мультсериал буквально провоцирует подобное явление. Отель Хазбин создан прежде всего для фандома, для людей, которые знают лор, умеют в нем ковыряться и получать от этого удовольствие. Такие зрители не ограничиваются одним просмотром мультсериала, ведь большинство важной информации о нем раскрывается еще в интервью с Вивьен Медрана и актерами озвучки, а еще в огромном массиве фан-творчества, теориях, разборах и обсуждениях. Один из примеров это, например, подарки Люциферу, которые подарили ему грехи. Я этого не замечал и узнал только о них, об этих подарках, только от блогеров и от фанатов. Таким образом, если говорить простым языком, Хазбин Hotel это настоящая насыщенная жвачка для фанатов. И уже в процессе ее разжевывания аудитория начинает выдавать тонны базы, домыслов и наблюдений. Причем этому подвержены не только преданные фанаты, но и критики с хейтерами. Разница между ними в том, что одни заполняют соцсети крутыми теориями и находками, другими разборами и претензиями, и что характерно, последние сейчас активнее всех. И именно поэтому внутри этого фандома сформировалось органичное равновесие. Сообщество, способное как искренне любить, так и его искренне ненавидеть. И как гласит народная мудрость, от любви до ненависти всего лишь один шаг. И тут мы можем дать ответ на главный вопрос. Почему, несмотря на проблемы, даже порой серьезные, мультфильм до сих пор не отменен, а наоборот стал самым популярным анимационным сериалом? А ответ как раз в том, что аудитория мультсериала очень активна, что фанаты, что и хейтеры. И именно они разогнали мультфильм до такой степени, что о нем знает уже весь мир. Боже, я даже не знаю, как все это дело заканчивать. Я прошелся практически по всей истории мультсериала, от арки зоофобии до полноценных серий. Лично для меня эта история длится уже как 7-й год. Мне уже, на минуточку, 20 лет, а я все еще не могу бросить то, что когда-то в ноябре 2019 года я увидел и посчитал уродством. И вот сейчас я записываю это видео и по сей день живу вместе с этим проектом. Поначалу это, конечно, было предвзято. Мультфильм был популярен, и я просто хотел на нем похайпиться и донести, как мне казалось, правду, что пилот на самом деле не такой уж идеален и не заслуживает такой популярности. Но именно благодаря хайпу конца 2019 года мы сегодня имеем две полноценные анимационные истории, связанные единой вселенной. Конечно, я считаю неправильно с моей стороны относиться к этой вселенной слишком серьезно. Все же оба этих проекта являются комедийными и с довольно-таки низким юмором. Но для меня, как любителя российских комедий, это даже плюс. И даже самый неуместный адский юмор порой кажется мне смешным. Босс, что вы делаете? Сейчас буду смотреть «Отель Хазбин». Да? Да, Вэгги и Чарли.
Да, погоди, ты внимательно посмотри, о чем. Просто я хочу посмотреть на вашу реакцию. Круто. Если что, мы это осуждаем. Я нет. Я одобряю. Я против ЗОЖ вообще. Ну, готовься к блокировке тогда. Адский босс в этом плане работает лучше, потому что он не пытается быть серьезным. Отель Хазбин же напротив, смешивает юмор с действительно важными темами. Взять ту же самую идею искупления. На первый взгляд она выглядит глупой и утопичной, но постепенно эта идея становится реальной, показывая, что даже в аду есть что-то такое, что может быть достигнуто. Даже для тех, для кого ад это место всей жизни. Поэтому я и отношусь к мультфильму серьезно, а с тех пор, как я поступил на ИСФАК, я стал интересоваться вселенной еще сильнее. С выходом первого, а затем и второго сезона я понял, что мультсериал действительно сильный. Именно сильный, не идеальный, не образцовый, но в который было вложено очень много сил, особенно в многочисленные мюзиклы, некоторые из которых не стыдно послушать в поездке. И эти старания окупились в 100-кратном размере. Этот мультфильм привлек к себе столько внимания, что стал самым востребованным мультсериалом по версии книги рекордов Гиннесса, при том, что сам мультфильм далек от идеала. Если говорить откровенно и честно о втором сезоне, то он меня скорее порадовал, чем разочаровал. Это отличное продолжение первого сезона. Он блестяще раскрыл ключевых персонажей и подарил нам предыстории Алласера, Вокса и Серапентиуса. Раскрыл их мотивы, их грехи и их поступки. Но главное, этот самый сезон дал свободу действий нашей главной героине. И именно ее раскрытие разочаровало многих фанатов, ведь стало видно, что из-за гордыни и наивности Чарли ставит свои идеи выше отношений с другими и даже выше себя. И если честно, я боюсь представить, что будет в последующих сезонах. Но, как и всегда, я буду их с нетерпением ждать. Всем спасибо за просмотр, дорогие друзья. Я очень старался над своими видео. Эта трилогия даст вам больше понимания о самом мультфильме, его фандоме и моем отношении ко всей этой вселенной. С вами был Микки Бен. До скорых встреч. Пока.